день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами отправимся в Дубай, город, где будущее уже стало частью настоящего. Мы посетим Музей будущего, уникальное пространство, посвященное не прошлому и не настоящему, а тому, каким мир может стать завтра. Это место, где технологии, наука и воображение соединяются, чтобы рассказать историю будущего человечества. Receiving stations around the globe. When these stations finally come online, we will be able to provide the majority of the Earth's energy from the sun. Идея создания Музея будущего была представлена в 2015 году шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом. В 2016 году концепция Музея будущего была представлена на Всемирном саммите правительств. Основой этой концепции стала выставка «Машинная жизнь», посвященная взаимодействию человека, технологий и искусственного интеллекта. Помимо этого, в рамках проекта «Музей будущего» регулярно проходили временные выставки, каждая из которых исследовала различные сценарии развития мира и технологий. 22 февраля 2022 года музей официально открыл свои двери для публики. Эта дата была выбрана не случайно, поскольку является палиндромом. С архитектурной точки зрения здание Музея будущего выполнено в форме тора, кольцеобразного овала, облицованного панелями из нержавеющей стали с арабской каллиграфией. Каллиграфические надписи воспроизводят стихи шейха Мохаммеда, посвященные будущему. Конструкция здания примечательна отсутствием внутренних колонн и использованием сложной параметрической геометрии. Здание получило сертификат LEED Platinum, что подчеркивает его высокий уровень экологичности и устойчивого дизайна. Посетители начинают свое путешествие с верхних этажей музея и постепенно спускаются вниз, проходя через тематические экспозиции от космоса к экологии, технологиям и интерактивным зонам для детей. You guys can give me a little bit more energy, okay? So we're going to do this again. Once again, my name is good afternoon and welcome to the Museum of the Future. My name is Aya. I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists around the world. Наше путешествие начинается внутри футуристической космической капсулы. Эта поездка имитирует запуск Земли на орбиту. Через окна мы наблюдаем, как наша планета постепенно уменьшается внизу. Конечная точка маршрута – орбитальная космическая станция «Надежда», действие которой разворачивается в 2071 году.
Выходя из капсулы, мы оказываемся на космической станции. Isn't it beautiful? Let's get to know the neighborhood. Follow me. Pioneers, once you're ready, kindly follow us using both walkways from the right and the left side. Let's all step forward, please, and gather around this beautiful 3D model of orbital space station Hope. I have a link today's presentation in both English and Arabic, explaining why this. Первый раздел экспозиции, в который мы попадаем, посвящен тому, как станция собирает солнечную энергию непосредственно в космосе. В отличие от Земли, здесь отсутствует атмосфера, поэтому солнечный свет более мощный и постоянный. Энергия аккумулируется с помощью огромных орбитальных панелей и передается на Землю в виде чистой энергии. Потенциально такая космическая станция способна обеспечивать энергией целые города. المشروع العالمي المشترك لتزويد الأرض بالطاقة الشمسية المستمدة من الفضاء. The station serves تلك الموجات إلى محطات الاستقبال في مختلف مناطق العالم. Receiving stations around the globe. When these stations finally come online, we will be able to provide the majority of the Earth's energy from the sun. لكن لن تتحقق هذه الأهداف دون محطة الفضاء المدارية أمل. فهي الركيزة الأساسية ومركز قيادة مشروع سوري. But none of this would be possible without OSS Hope. Следующий раздел экспозиции посвящен управлению ресурсами космической станции. Здесь демонстрируется, откуда поступают запасы и как они распределяются. Согласно концепции, астероиды и Луна служат источниками металлов, минералов и воды. Эти ресурсы доставляются на станцию для поддержания жизни и функционирования орбитальной инфраструктуры. Ключевым принципом является приоритет распределения. В первую очередь выживание, а затем промышленность. Кислород, вода и пища обеспечивают жизнедеятельность экипажа, а оставшиеся ресурсы направляются на исследования, инновации и торговлю. В совокупности это формирует основу будущей космической экономики. Именно здесь становится ясно, почему «Надежда» — это не просто космическая станция, а концепция первого центра выживания и прогресса человечества на орбите. Теперь мы прибыли в центр набора экипажа. Эта зона приглашает посетителей представить себя членом экипажа космической станции. Если отсканировать браслет, полученный на входе, то система создаст ваше изображение как астронавта. Основное внимание здесь уделяется навыкам, которые необходимы для жизни за пределами Земли. Интерактивные экспонаты позволяют проверить свои способности. После завершения посещения центра набора экипажа мы садимся на космический корабль, чтобы вернуться на Землю. Симулятор выводит нас с орбиты, а через окна мы видим, как звезды постепенно исчезают при входе в атмосферу. Кажется, что космическая миссия подошла к концу. Начинается плавное возвращение со станции на родную планету. После возвращения на Землю мы попадаем в Институт исцеления, пространство, посвященное будущему здоровью планеты. Здесь основное внимание уделено глобальным экологическим вызовам, изменению климата, потере биоразнообразия и деградации экосистем.
Интерактивные экспозиции демонстрируют, как научные и технологические решения могут способствовать восстановлению окружающей среды, от чистой энергии и управления водными ресурсами до устойчивого земледелия и сохранения видов. Одним из центральных элементов Института исцеления является библиотека жизни. Это цифровая библиотека, представляющая генетические данные тысяч видов, которые символизируют важность сохранения и восстановления природного разнообразия. Это помещение заполнено стеклянными капсулами. Внутри каждой из них образцы растений, животных и микроорганизмов. Эти экспонаты символизируют виды, находящиеся под угрозой и нуждающиеся в защите и восстановлении. Пространство ощущается как настоящая библиотека жизни, тихое и мощное напоминание о хрупком балансе экосистем нашей планеты. Этот раздел предлагает задуматься, что если однажды эти капсулы станут единственным, что останется от природы. Институт исцеления призывает нас действовать уже сейчас, защищать биоразнообразие сегодня, прежде чем оно превратится лишь в воспоминание для будущих поколений. Далее мы попадаем в лабораторию, футуристический научно-исследовательский центр. Огромные экраны окружают нас постоянно меняющимися изображениями лесов, океанов, пустынь и городов Земли. Эти масштабные проекции представляют эксперименты будущего, где наука и технологии моделируют способы исцеления и защиты нашей планеты. Визуальные образы плавно переходят от природных экосистем к человеческим инновациям, наглядно демонстрируя баланс между ними. Следующая наша остановка – это виварий, пространство, которое ощущается как живой архив биоразнообразия Земли. Здесь представлены образцы ДНК, микроорганизмы и искусственно созданные виды, символизирующие основы жизни, ее прошлое, настоящее и возможное будущее. Интерактивные экспозиции показывают, как генетика и биотехнологии способны помочь в восстановлении экосистем и даже возрождении исчезающих видов. So at any moment, once you're ready, pioneers, your journey does continue, just one level down. The next section will be chapter 3. Теперь мы перемещаемся в следующую секцию, которая называется Аль-Ваха, что в переводе означает «оазис». Этот раздел посвящен исцелению разума и тела. В отличие от других зон музея, здесь технология отходит на второй план, а в центре внимания оказывается восстановление связи с собственными ощущениями. Свет, звук и движение мягко направляют этот опыт, создавая атмосферу спокойствия и присутствия.
Интерактивные комнаты приглашают расслабиться, сосредоточиться на дыхании и побыть в моменте. Каждая инсталляция создана для пробуждения осознанности и внутреннего равновесия. Come to the ground therapy art of vibration reset. The frequency that we have here is set at the exact same frequency of the planet Earth, 7.83 Hertz. This frequency has been proven to have the power to help release tension, anxiety, and helps to restore your natural balance. Just close your eyes. Imagine the vibration traveling from your mind to your entire body. Abi. Альваха ощущается как святилище внутри будущего, напоминая о том, что прогресс – это не только технологии, но и баланс, благополучие и забота о человеке. А здесь давайте остановимся на минуточку и загадаем желание. После Альваха мы попадаем в огромный зал с гигантским экраном. Стены словно оживают, наполняясь сменяющимися образами и цветами. Природа, космос и абстрактные формы плавно перетекают друг в друга, создавая ощущение, будто мы оказались внутри живой картины. Этот раздел приглашает к размышлениям, к паузе, в которой можно остановиться и представить, каким может быть будущее. А теперь мы попадаем на этаж инноваций и технологий. Пространство, где представлены разработки, формирующие образ будущего. Каждый экспонат здесь служит примером того, как технологии постепенно становятся частью повседневной жизни человека. Здесь представлено множество экспонатов, среди которых часто можно увидеть концепт кары, демонстрирующий будущее городской мобильности. Этот электрический байк от компании Riva привлекает внимание своим футуристическим пустым колесом. Это Volkswagen ID Bus, полностью электрический минивэн, который является современным и экологичным наследником легендарного хиппи-мобиля. А этот знаменитый четвероногий робот разработан американской компанией Boston Dynamics. Робот часто перемещается по лобби или на втором этаже, приветствуя посетителей. Он использует машинное обучение и 3D-зрение, чтобы обходить препятствия и имитировать движение живой собаки. Одним из ключевых экспонатов является гуманоидный робот Амика. Благодаря реалистичной мимике и пластике движений она демонстрирует новые возможности взаимодействия человека и машины. Spanish, Russian, and French. Scientists may not trust atoms in a literal sense, but they study them because atoms are the basic building blocks of matter, helping us understand the universe. Амика способна поддерживать диалог, распознавать жесты и выражать эмоции, а также общаться на нескольких языках, включая арабский, английский, китайский, хинди, испанский и русский. This one's
В музее есть уникальное концептуальное пространство под названием «Пустота». Это не просто часть здания, это гигантский эллиптический атриум, символизирующий неизвестное будущее и подчеркивающий идею, что будущее еще не написано, а открыто для инноваций. Атриум сам по себе является экспонатом, отражающим философию музея и самого Дубая. Здесь создается новое, здесь рождаются идеи. На этом наша прогулка по Музею будущего подошла к концу. Если вам было интересно, ставьте лайк, делитесь этим видео, комментируйте и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о путешествиях. До встречи!